Дроны атакуют крупнейший склад боеприпасов Минобороны РФ, нападение на Виктора Орбана, а Украина может начать экспорт вооружения. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Чрезвычайная ситуация в Брянской области. Взрывы будут звучать еще долго. Результат есть, попадание зафиксировано. Единственное, только осталось проанализировать масштабы. Нигерия отказывается от доллара, а удар по иранским нефтяным мощностям может поставить под вопрос существование государства. Если рынок почувствует, что реальные поставки нефти из региона сократились, тогда, безусловно, рост цен будет длительным. И это именно будет уже рост цен. Крупнейший ураган Милтон приближается к Флориде, один из самых крупных ураганов за историю наблюдений. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. В одном из регионов России вводит режим ЧС. В Карачевском районе Брянской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за взрывов боеприпасов, сообщает в МЧС. Ранее власти заявляли об отключении водоснабжения, причина которого была неясна. Глава Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко утверждает, что украинские дроны поразили 67-й арсенал Минобороны России, где хранились боеприпасы, включая снаряды из КНДР. Минобороны РФ, в свою очередь, заявила о сбитии 47 украинских беспилотников за ночь. В Брянской области уничтожено 24 дрона, в Белгородской 5 и в Ростовской области из-за падения обломков возник пожар, который быстро потушили. А вот в Брянской области продолжает гореть. Сообщений о жертвах и разрушениях в результате атак пока нет, но взрывы на складе боеприпасов в Карачеве не прекращаются и на момент записи этого видео. Местные медиа пишут о том, что на этом складе хранилась широкая номенклатура боеприпасов и не только российских. Это подтверждают и эксперты. О том, насколько важный объект мог быть поражен дронами, что из-за этого даже следовало вводить особое положение во всем регионе, мы расспросили эксперта, который следит за информацией о подобных российских объектах, экс-сотрудника СБУ и военного аналитика Ивана Ступака. Вот это вот объект в Карачаеве, это Брянская область, порядка там 110-140 километров от границы с Украиной. Называется площадь его там 3,5 квадратных километра этого склада. И там якобы хранились управляемые авиационные бомбы, и северокорейские ракеты. Судя по, еще раз, по возгоранию, результат есть, попадание зафиксировано. Единственное, только осталось проанализировать масштабы. Для нас это очень выгодно, очень эффективно и своевременно. 2 недели назад в Российской Федерации было уничтожено 3 больших склада с боеприпасами из 7, которые у них были на европейской части Российской Федерации. Это Солдатская, если не ошибаюсь, Октябрьский и Торопец. Даже вот появилась такая фраза «получить в Торопец». Все это было взорвано, уничтожено, осталось очень, по общим подсчетам, 4 больших склада. Я не готов сказать, вот этот вот склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны, он является большим, маленьким, средним, но судя по возгораниям, он является очень-очень серьезным. Нападение на Виктора Орбана. Произошло это перед запланированным выступлением премьер-министра Орбана в парламенте. Медиа указывают, что нападение совершил политик из оппозиционной демократической коалиции, но никто не пострадал. Премьер-министр, за сколько денег вы предали свою страну? За какую сумму вы предали свою страну, премьер-министр? За сколько вы предали свою страну, премьер-министр? Он продал ее Путину, он продал ее Си Цзиньпину. За сколько Балаш Орбан продал страну, премьер-министр? Украина впервые с 2022 года может начать экспорт вооружения, снять запрет, введенный в начале широкомасштабного наступления россиян, для того, чтобы наполнить бюджет, пишет Financial Times. Страна способна производить вооружение на сумму до 20 миллиардов долларов в год, что может позволить масштабировать выпуск, к примеру, беспилотников для нужд собственной армии. Украина приближается к снятию запрета на экспорт военных дронов, утверждают авторы издания.
Ну а по словам Александра Моряковского, главы экономического подкомитета парламента, экспорт беспилотников может принести до 20 миллиардов долларов, что важно для поддержания экономики и военных нужд. Но как к этому могут отнестись партнеры Украины, которые стараются передавать в воюющую страну вооружение, если вдруг запрет на экспорт вооружения будет снят? Мы поинтересовались у военного аналитика Ивана Ступака. Такого быть не должно. Слушайте, одно дело, если, например, у нас был бы избыток, и у нас были бы мирные времена, то, конечно, действительно наполнение бюджета. Но, слушайте, когда оружие на вес золота, любое оружие, боеприпасы к стрелковому вооружению, запасные части к беспилотникам, какая-то взрывчатка, шрапнель, все это важно, все это нужно, и это продавать нельзя. Практической логики здесь нету. То есть, да, с одной стороны, нам нужны деньги, а что мы на эти деньги потом? Да, мы на эти деньги потом закупим где-то еще вооружение. То есть получается, что мы что-то производим, мы это продаем за границу, получаем деньги, чтобы потом опять эти деньги отправить за границу или проинвестировать в внутреннее производство. Может быть, я предполагаю, на каком-то краткосрочном этапе это выгодно, там, знаете, что-то произвести там по фиксированной цене какой-то вот нашей, экспортировать его за границу, продать, например, в 2-3 раза дороже, вернуть эти деньги и за эти деньги там закупить какое-то там более дорогостоящее вооружение. Да, в таком контексте это имеет смысл, но ставить это на поток, во время войны, и опять же нет подтверждения тому, что эта сделка или эти сделки будут выгодными и быстро придут деньги в бюджет. То есть я исхожу здесь из такой логики, что, скорее всего, мне так кажется, здесь есть вот такая коррупционная составляющая. После начала войны с Россией в 2022 году Киев запретил экспорт военной продукции, чтобы обеспечить собственную армию. Но сейчас государственные ресурсы не могут покрыть все потребности в дронах. Поэтому разрешение на экспорт рассматривается как способ привлечь инвестиции. Украинские компании, такие как Укрспецсистемы, уже начали производить дроны за границей, чтобы обойти эти ограничения. Тем не менее, Моряковский подчеркивает, что это может привести к оттоку специалистов и снижению налоговых поступлений, что делает пересмотр запрета на экспорт необходимым. Украина может столкнуться с самой тяжелой зимой с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022, поскольку Москва продолжает наносить удары по ключевой энергетической инфраструктуре. Об этом заявляет новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. НАТО должна и будет делать больше, чтобы помочь Украине. Россия продолжает наносить ракетные удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины. Украина может столкнуться с самой суровой зимой с тех пор, как началось полномасштабное вторжение. Как в Украине действительно готовятся к зиме, ведь кроме безопасности объектов инфраструктуры необходимо обеспечить еще и безопасность линий электропередач. О подготовке к зиме поговорили с экспертом в энергетических вопросах, с человеком, знающим обо всем в этой сфере, с Геннадием Рябцевым. Те объекты, которые были существенно повреждены или выведены из строя, они очень сложны технологически. Поэтому их восстановление или замена требуют намного больше, чем, допустим, несколько месяцев, которые прошли после атаки, например, 26 августа нынешнего года. И поэтому в настоящее время работы по замене поврежденного оборудования, по установке нового оборудования, по защите как физической, так и непосредственной противовоздушной, противоракетной защите объектов энергетической инфраструктуры идут полным ходом. И они вряд ли будут прекращены с началом отопительного сезона, поскольку восстановление энергетики должно происходить непрерывным процессом на протяжении ближайших нескольких лет. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Заседание в формате «Рамштайн», которое планировалось провести в Германии на одноименной американской военной базе 12 октября, было отложено на неопределенный срок, сообщает немецкое издание «Шпигель». Новая дата встречи будет назначена позже. Ранее президент США и госсекретарь Энтони Блинкен отменили свои поездки в Анголу и в Германию, собственно, из-за урагана Милтон. Во вторник, 8 октября, ураган Милтон направился к побережью Мексиканского залива во Флориде, как мощный шторм 5-й категории его квалифицировали. Он вызвал массовые пробки, нехватку топлива, в связи с чем чиновники приказали эвакуироваться более чем 1 миллиону человек, прежде чем ураган обрушится на район залива Тампа. Милтон, который стал одним из самых сильных атлантических ураганов за всю историю наблюдений, по прогнозам достигнет суши в конце среды или начала четверга, угрожая густонаселенному западному побережью Флориды, еще не оправившемуся от урагана Эллен, который прошел менее 2 недель назад. Во вторник Национальный центр по ураганам США повысил Милтон до 5-й категории. Ожидается, что по мере приближения к Флориде размеры урагана, поле его ветров значительно увеличатся, что повысит риск штормовых волн на сотни километров вдоль побережья. Прогнозируется, что именно эти волны могут достигать в высоте до 3–4,5 метров к северу и к югу от залива Тампа. Также велика угроза наводнений в глубине страны из-за проливных дождей, которые сопутствуют урагану. Ураган Эллен, который прошелся по штатам 26 сентября, сделал регион залива Тампа более уязвимым, разрушив барьерные острова, дюны и смыв травяной покров, который мог бы хоть немного задержать следующий ураган. Это, по словам метеоролога Айзека Лонгли из компании AccuWeather, может усилить последствия штормовых нагонов, вызванных ураганом Милтон. Давайте представим, как это может быть. Вода на такой высоте может сбивать вас с ног, сделать машины плавающими, а вождение невозможным. Первые этажи домов и предприятий будут затоплены. К сожалению, ожидается, что вода поднимется еще выше, на 6 футов выше среднего человеческого роста. Транспортные средства уносят течением, конструкция начинает разрушаться. Только посмотрите на это. В этой воде может оказаться что угодно. Острое стекло, мусор, химические вещества. Самое страшное, что в некоторых районах нагонная волна может достигать 10–15 футов, а здесь мы поднимаемся до 9, и посмотрите, что она делает на этом уровне. Первые этажи зданий полностью затоплены, и лишь немногие места могут быть безопасными при таком высоком уровне воды. Мы хотим, чтобы все знали свою зону эвакуации, слушали указания местных властей и эвакуировались, когда это будет необходимо. Нигерия вслед за Россией решила отказаться от продажи своей нефти за доллары и евро. Теперь все покупатели будут обязаны приобретать нигерийскую валюту – найру для оплаты нефти. Важно отметить, что Нигерия является крупнейшим экспортером нефти на африканском континенте. Это решение означает, что африканские страны теперь будут стараться обходиться без западных валют при закупке нефти, что снижает теоретически, по крайней мере, их зависимость от доллара и евро. Тем временем ситуация на нефтяном рынке становится еще более нестабильной из-за угроз Израиля нанести удары по небольшим анклавам в Иране, где сосредоточено до 90% переработки и экспорта иранской нефти. Такой удар может серьезно повлиять на экономику Ирана и поставить под угрозу существование нынешнего режима. А в случае разрушения этих объектов поддержка Хизбаллы со стороны Ирана может прекратиться, что изменит баланс сил в регионе. Об этом поговорили с экспертом по вопросам энергетики Геннадием Рябцевым. Любые информационные поводы, тем более связанные с поставками нефтяного сырья с Ближнего Востока, тем более связанные с проливом Ормузским, через который идет огромное количество нефтяного сырья, они, безусловно, будут оказывать влияние на нефтяные котировки. Они уже оказали такое влияние на нефтяные котировки, которые взлетели на этих новостях существенно, вот тех минимумов, которые были несколько недель назад, а минимумов с 2021 года, котировки вернулись фактически на тот уровень, который был до снижения. Вот если
рынок почувствует, что реальные поставки нефти из региона сократились, тогда, безусловно, рост цен будет длительным. И это именно будет уже рост цен на сырье, а не изменение нефтяных котировок, которые, еще раз подчеркиваю, реагируют на любые информационные поводы, которые можно использовать как для подъема этих котировок и зарабатывания на росте, так и снижения этих котировок и зарабатывания на снижении. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.